Пока собираем движок, в процессе помыли клапанную крышку и вот таким вот варварским способом вскрыли корпус мембраны КРКГ. И вскрыв, поняли, что в принципе мы сделали это не зря, так как мембрана уже начала терять свои свойства, и она начала вот в этой области дубеть. И примерно через 10-20 тысяч она бы все равно бы треснула и не выполняла свою функцию. Почему мы вот так вот это все вскрыли безобразно? Ну, так как, в принципе, у нас есть ремкомплектная крышка алюминиевая. И, соответственно, мы не стали заморачиваться и аккуратно ее вскрывать. Так как она приклеена на муравьиную кислоту, надо было греть бы феном, и потихонечку, полигонечку, надо было тратить на это примерно полчаса. Но мы не стали этим, в общем, заморачиваться. Так как мы уже вскрыли, убрали мембрану, объясню наглядно, как работает клапанная рециркуляция картерных газов. Именно на Николай 52 двигателе. На М54 и других движках там это немного по-другому работает. Итак, с помощью данного трубопровода у нас происходит сообщение с атмосферой под клапанной крышкой с впускным коллектором. И как мы только заводим двигатель, вот так сейчас я, в принципе, это все соберу, у нас происходит разрежение в системе, и мембрана прижимается, и тем самым перекрывает вот этот вот канал, и у нас происходит изоляция под клапанной крышкой с впускным коллектором. Как только двигатель прогревается, мы начинаем на нем жарить, повышать обороты, и как только под клапанной крышкой создается избыточное давление, оно у нас через этот канал давит на нашу мембрану, она отжимается, и происходит сообщение с впускным коллектором. Соответственно, все избыточное давление у нас выходит в впускной коллектор. Это как только избыток этот компенсируется, мембрана обратно прижимается из-за разрежения во впускном коллекторе, и, соответственно, происходит опять же изоляция атмосферы под клапанной крышкой с впускным коллектором. Вы спросите, а как же так? Получается, у нас и масляные пары также поступают во впускной коллектор. Это не совсем так. Дело в том, что у нас есть два сепаратора, внутри которых есть так называемые мелкие лабиринты, сквозь которых картерные газы, проходя вот этот весь длинный путь, они конденсируются на стенках, и сюда у нас уже поступает практически очищенный воздух. Но все равно какие-то там 5-10% масляных паров все-таки поступают во впускной коллектор.